Доброго времени суток, уважаемые сталкеры! Вы на канале Nixon Play. Победителями в прошлом розыгрыше стали Максиля, Клык Медведя, Даня Блаженный, Кинжал НСК и Бобруйск. Поздравляю, ребят, призы я отправил вам на кладовщика Кухни Гурмана. Ну а кому не повезло в этом розыгрыше, это не повод расстраиваться, ведь впереди у нас новый розыгрыш на ящике со шлемом К6 забрала. Для того, чтобы принять участие в этом розыгрыше, тебе необходимо быть подписанным на канал и написать комментарий, не менее 5 слов, в котором обязательно укажи свой игровой ник. Только данные указывай внимательно, иначе в случае выигрыша подарок может до тебя попросту не дойти. Желаю удачи в розыгрыше. Добро пожаловать в проект Катаклизм, онлайн-проект по вселенной культовой игры Сталкер на платформе Java, предоставляющий вам возможность окунуться с головой в опасную и мистическую зону отчуждения, в которой за каждым углом вас будут подстерегать смертельные аномалии и мутанты, а неразгаданные тайны только и ждут своего часа. Соберите друзей и отправляйтесь в приключения вместе с ними. На данный момент проект находится в статусе открытого бета-тестирования и активно развивается. Существующие недоработки будут исправлены, а нововведения, улучшающие как визуальную, так и геймплейную составляющую, не заставят себя долго ждать. А при регистрации по ссылке из описания вас ждет внутриигровой бонус, доступный после прохождения обучения. Да, я уже предвкушаю, как в меня полетят камни за это видео. Типа, Никсон, ты опять фигню несешь, мы все это знаем, все это нам известно банально, да и вообще видео ни о чем. Но помним следующее, ведь мой канал нацелен на помощь новичкам. Я постоянно рассказываю какие-то фармы, фишки и лайфхаки для вновь прибывших игроков, чтобы новый игрок не ошибся в начале, уверенно стартанул, да и в дальнейшем остался с нами в нашей суровой зоне отчуждения. Набирался опыта, находил единомышленников и обзаводился лучшим снаряжением. А старички-то и так все знают, но даже и они в некоторых моих видео признаются, что я открыл для них что-то новое, чего они до этого момента не знали. Во всяком случае, большое спасибо и старичкам, и новичкам за то, что поддерживаете меня и мое творчество. Я стараюсь именно для вас. И если для кого-то информация видео покажется банальной, просто можешь оставить комментарий, в котором скажешь мне слова благодарности за мои старания. Ведь подготовка и монтаж занимают огромное количество времени и требуют больших усилий. Не откладывая больше ни минуты, желаю тебе приятного аппетита, если кушаешь. Я начинаю. Ни для кого не секрет, чтобы в зоне заработать, нужно пораскинуть мозгами. Такое правило применимо и в жизни, конечно, но видео не об этом. Так вот, мы с ребятами в моей группе Telegram поразмыслили на эту тему за вас и выявили два интересных и довольно простых способа для заработка. Золотых гор я не обещаю, но свою копейку получить с этого можно. Многие сталкеры в игре охотятся на кабанов. Да-да, речь опять о кабанах. При разделке тушки кабана с определенным шансом падает шкура, мясо, свинец, органы и сало. Именно оно нас и интересует. Раньше я утверждал, что выгодно сдавать сало на болото шкурнику по 4000 за штуку. Да, так оно и есть, но еще появилось и альтернативное решение, которое 100% подойдет для тех, кто угрохал репутацию людей с болот. На локации Везувий есть бар ЛВЗ. Для тех, кто не знает, находится он в квадрате I-9-1. В этом баре стоят два персонажа. Пивоваров — это бармен, и Пушкин — это оружейник. Пивоварову мы будем сдавать сало для того, чтобы получить очки торговли для группировки бар у ЛВЗ, а у Пушкина мы будем их тратить. Итак, у Пушкина мне приглянулся Скорпион, на который требуется 180 очков торговли. Сдаем 90 кусков сала Пивоварову, принимает он его по 2000 рублей, 2 очка торговли за штуку, и получаем 180 очков торговли и 180 тысяч рублей. На вырученные средства покупаем у Пушкина Скорпион за 96 тысяч рублей и 180 очков торговли. При покупке у нас остается сдача 84 тысячи рублей. Запоминаем. Затем Скорпион продаем сталкерам, выставляем товар на доску или же через руки. Цены на каждом сервере разные. Но как утверждали сталкеры в группе, цена варьируется от 300 до 500 тысяч рублей за штуку. Взять даже среднюю цену в 400 тысяч рублей — это уже хорошо, если учесть, что ты ничего не теряешь. Да, вроде как цена небольшая, но выхлоп-то есть. И если учесть еще тот факт, что кабанов просто пруд-пруди, и ты хочешь не хочешь, но будешь их отстреливать попутно или же целенаправленно. А что если набрать сало больше и сдать его оптом? Кстати, чтобы сало падало чаще, тебе потребуется премиум, а получить ты его можешь бесплатно. Просто вводи промокод Nixon в меню игры, забирай премиум, бронежилет и другие расходники, которые упростят тебе игру. И все это абсолютно бесплатно. А промокод работает на всех серверах нашей любимой игры, так что пользуйся, пока есть такая возможность. Покупая Скорпион у Пушкина, я заметил еще один не менее интересный лот у него в продаже. Мой взгляд упал на магазин для Скорпиона на 20 патрон. На доске такой стоит примерно 200 тысяч рублей. Для его покупки нам потребуется сдать всего 105 кусков сала Пивоварову. Это не сильно больше, чем на Скорпион, согласен? Сдав сало Пивоварову, мы получим 210 очков торговли и 210 тысяч рублей.
рублей. За 19 тысяч покупаем магазин на 20 патрон, и у нас остается 191 тысяча рублей. Плюс к этому мы продаем магазин и получаем еще плюс-минус 200 тысяч рублей. Итого 390 тысяч в общем. Опять же повторюсь, что цены на каждом сервере разные, поэтому следует сначала проанализировать рынок, все подсчитать и решить, выгодно это для твоего сервера или же нет. Также подписчик в группе подытожил и сказал, что тема актуальная, и уверенно добавил: их будут покупать, ведь после крайнего летнего обновления, которое было 15 июля 2025 года, модификацию оружия низкого тира значительно упростили, и теперь люди начали массово модифицировать разное оружие. А так как Скорпион имеет автоматический режим стрельбы, маленький вес, хорошую скорострельность, а его самым главным козырем является то, что он экипируется в пистолетный слот, и если прокачать пробитие, то он будет иметь схожий урон с МП5, а эта пушка, прошу заметить, зарекомендовала себя как топовый фармган. То в ходе этого выясняем, что Скорпион в данных реалиях будет ликвидным товаром для сталкеров, которые фармят с дробовиками и хотят иметь на подстраховке компактную автоматическую пушку. К примеру, если патроны в сайге закончились, а перезаряжать ее некогда. Еще один не менее интересный способ подсказал мне один из подписчиков. Но для этого нам потребуется вкачать навыки улучшенного обыска и добычи лута из человекоподобных мутантов, вкачать разбор предметов и обязательно открыть торговлю с чистилищем. Или же найти себе хорошего, укомплектованного друга, у которого все это будет. Но тогда придется немножечко поделиться. Берем квест у Капеллана на убийство бесов. Это как бонус. Сидит Капеллан на территории радиовышки в квадрате Е21, локация Везувий. И отправляемся на полигон в квадрат Е44. При обыске с бесов будут падать разные предметы и аптечки Фельдсера. А если разбирать аптечки, то с них падают пробирки, витамины, ампулы с йодом, автомобильные аптечки, перекись водорода и многое другое. Из этого всего изобилия нам нужна перекись водорода. Остальные предметы можно использовать для квестов или же продать сталкерам. Мы же помним, что еще на станции Лесной Владимир Ильич за квест «Крысобой» наградил нас рецептом стерильной ткани, а на ее создание как раз требуется 5 лоскутов ткани и 1 перекись водорода. Таким образом, крафтим и копим стерильную ткань на ресурсы, которые набьем с бесов. Затем накопившуюся ткань несем в город Любич и сдаем ее врачу Заботкину. Тем самым мы зарабатываем 4 очка торговли за 1 стерильную ткань у группировки «Союз». Как выйдешь от Заботкина, иди через дорогу в бывшее здание милиции. И на все заработанные очки торговли покупай респиратор РПГ-67. После оптовой закупки респираторов иди в бункер к Стигийцу. Вход находится в квадрате А2-3, локация Везувий. И сдавай все респираторы. Принимает он их по 30 тысяч и 70 очков торговли за штуку. Сдав минимум 3 респиратора, ты получишь 210 очков торговли у чистилища, которые тратишь на покупку набора старых инструментов у жнеца. Один набор стоит 111 тысяч рублей и 200 очков торговли. Путем нехитрых вычислений получается, что один набор старых инструментов нам обойдется примерно в 250 тысяч рублей. Это его себестоимость. А продаем мы его сталкерам по 630-650 тысяч рублей. О как! Также с бесов будут выпадать и драгоценности, цепочки, кольца, часы и другие. Их нужно нести в бар ЛВЗ, а находится бар в квадрате I9-3. На территории бара стоит хмырь. У него мы обмениваем все имеющиеся драгоценности на электронику, которую потом продаем сталкерам или же используем сами. Итак, друзья, подведем итог. Сегодня я показал вам 2 рабочих способа заработка, которые реально могут приносить неплохую прибыль при минимальных вложениях. Первый способ связан с охотой на кабанов и обменом сала, где при правильном подходе можно выходить в стабильный плюс. Второй способ завязан на фарме бесов, крафте стерильной ткани и грамотном обмене ресурсов через торговцев, что в итоге позволяет получать такие дорогие предметы, как наборы старых инструментов. Каждый из этих способов требует времени и анализа рынка. Где-то цены будут выше, где-то ниже. В зоне выигрывает тот, кто умеет думать, искать варианты и находить нестандартные пути решения. Помни, что я делюсь этими фишками не ради пустых разговоров, а для того, чтобы каждый новичок мог уверенно чувствовать себя в игре и не терял мотивации. А если ты уже опытный сталкер, то возьми это на заметку. Вдруг пригодится и тебе. В общем, если информация оказалась для тебя полезной, поддержи меня подпиской и делись своим мнением в комментариях. А главное помни, впереди у нас еще много интересных тем, так что оставайся на связи и не пропускай новые видео. На этом у меня все. Благодарю, что досмотрел видео до конца, и увидимся в зоне, брат Сталкер. Иди, не мозоль глаза.